Запись пошла. Сегодня у нас 24 марта. Дмитрий, расскажите, почему вы к нам обратились? Значит, я обратился по поводу того, что у нас были групповые медитации, да, ЕГЭ, получается. Вот я на этих медитациях, получается, засыпал, и после этих медитаций у меня, такие, знаете, это были, получал энергетический удар со стороны в голову. Один, как бы я постоянно, как бы, если даже получал, я как бы, то есть, как бы, вот такое возмущение, я как бы, у меня получается, обратно их возвращается, получается, услуга все время такая была. А один раз прошло прямо туда, в голову прямо зашло, фу, и потом мне болевые ощущения прошли, и как бы болело, получается, прямо в голове с левой стороны. Приходилось мне как бы это самому это лечить, и таблетками, и так как бы я просто брал и убирал, боль выкидывал обратно в портал. И вот это ощущение после того, как даже я записался к вам, получается, в этот момент записания, прямо тут, прямо так, как бы сказать, воспоминания, как бы боль такая пошла, такая небольшая, как бы болевые ощущения маленько чуть-чуть остались. Вот эти вот, как бы, получается, все подключки хотел бы убрать по этим медитациям. И еще один раз у меня было, получается, во время этих периодов медитации, я утром проснулся один раз, мне как кучка прямо как бы заболела, прямо, я не знаю, как будто ныла, такая, боль такая, тянутая прямо такая была. Пришлось как бы таблетками там воспользоваться, и так, как действительно рукой боль я выкидывал, получается. И буквально через 2 часа эта боль пошла, короче, я думал, что на работу, что ли, такие доктора вызвать. Утром нормально, и пошел на работу. Вот такие вот были. И все, получается, получается, у меня был первый сеанс, получается, да, но я был человек зашоренный, и такие моменты там не обыграл еще, там, получается, много у меня было, получается, моментов, как сказать, что я хотел бы знать, да. А такие моменты, где какие-то там в школах, там медитации какие-то делал, крещения делал, я вот эти моменты я и не обговаривал. Вот хотел бы записать, что я хотел бы полностью отказаться. В школе, значит, да, в классе где-то 5-м или 6-м, это были, получается, 90-е годы, как раз, получается, вот этот союз как бы рухнул, получается, да, и как бы начали поэтому Советский Союз, хлынули, называется, проповедники. Была такая церковь, Новоапостольская церковь, по-моему. Новоапостольская? Да, Новоапостольская церковь, это христианская, немецкая церковь. Вот. Я там крещение, короче, прошел, и там был еще второй обряд, был идти нисхождение Святого Духа. Но я туда, короче, как бы подумал, короче, и не пошел. Вот. То есть я обряд полностью не прошел. Вот это хотел бы отменить. Это раз. Значит, так. Потом у меня все время, короче, блок страха присутствует. Как бы я не знаю из-за чего. Как бы я, получается, как называется там, и он у меня, получается, в районе, как бы, получается, полностью сплетение. То есть, то ли я, когда я на работе нахожусь, он мне постоянно, короче, преследует, там что-то такое начинаю делать, помнишь, он как бы неопознанно, как бы, раз такое, и как будто, то ли это вот это, то ли полностью сплетение, то ли подключается, то ли как, короче, я не пойму, короче. То есть, сидишь, работаешь, как бы, а он раз такой, и такое ощущение, как будто, попадает, и вниз, как бы, опускает. Страх, получается. Дальше я бы хотел отменить все вот эти, называется, ОДИР проходил, до ступень 5-2 дошел. То есть, что проходили еще раз? ОДИР. Школа ДИР называется. Да, дошел до ступени 5-2. Я хотел бы всю всю школу отменить. Отменить все воздействия, которые я делал по этой школе, кому бы либо, или каким бы людям, получается. Знаете, все это учат, обучает, короче, получается, как бы называется дальнейшее энергетическое развитие человека. Вот. Все эти практики все отменить по этой школе дает.
Мгм. Да, потому что мне даже один раз сон был такой, да, как бы сказать, это вот когда я проходил практику, ну, по ДИР, я заснул, и, знаете, картинки пошли такие квадратиками, раз и одна картинка, вторая, третья картинка. Я прямо в эту картинку прям взял, провалился, и очутился в другом мире, получается. Прямо я так зашел, я удивился, такой идешь, и такой столик стоит, такой, я такой по столику рукой такой приду, и ощущение точно, как будто я там нахожусь, получается. Точно вот такое ощущение такое. И там у школы ДИР такие были сущности, там, ну, там, первая ступень, вторая ступень, третья ступень. Я смотрю, такую картинку, там, такой домик такой, а там это сущность, ну, то ли четвертой ступени, то ли пятой, второй ступени такая. Типа домика, короче, где-то домик, короче, какие-то песенки поет, где-то такой, привет, вокруг бегают, а-ля-ля-ля, такие радуются, такой. Стоял, смотрел, короче, ну, это, как называется, знание не удержал, и обратно возвратился. Такой, раз, ну, такие были вещи. Короче, поскольку я полностью хочу это все отменить. Дальше. Что там? Вот еще был такой человек на ютубе Рустам. То ли Рустам, короче, такое восточное имя такое было. Он, короче, представлялся, короче, представителем Ориона. Ну, тоже его там медитации, короче, слушал там, да. Повелитель Ориона? Да, да, ну, не повелитель Ориона, представитель Ориона. Представитель? Да, то есть его там кто-то там назначил, там, слушал там его там медитации. Ну, и этот, у него такой еще знак такой был, знаете, христианский знак, а сверху такой этот трезубец, как у этого, как он называется, этот, морской повелитель-то? Посейдон. Да. Посейдон, вот, там такой, получается, христианский знак, и сверху такой этот, Орион, короче, ну, тоже там. Я сидел, получается, на работе после очередной медитации, думаю, ну, как думаю, размышлял такой. Мне такой прилетел такой, знаете, такой удар такой в голову, такой энергический, такой мощный, такой, бабах! Я такой, ну, как бы ничего такого боли не было, такой, ну, в ушах так прямо так, это, такой, бах, 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 я такой, блин, это такой знак свыше, надо с этим, короче, прекращать. Ну, и, короче, я это, перестал, короче, его слушать, и его потом уже свои же там, короче, как называется, там забанили, короче, на ютубе, короче, он исчез. Вот. А потом, еще что я хотел там, ну, все имитации по YouTube тоже все отменить, короче, там рейки там слушал, короче, там, ну, все подряд, короче, ну, когда человек ищет чего-то, какие-то познания, да, внутри там вот это цепляет, короче, тоже. Угу. Так, потом, знаете, вот читал книги Кастаньеды, получается, Карлоса Кастаньеды, да, у меня там постоянно, короче, был страх такой, когда читал эту книгу, до какой-то книги дошел, там он рассказывал про какие-то случаи, там, короче, темные, не темные, короче, ну, я такой страх, короче, ужасный, короче, был, когда я это читал, короче, ну, видимо, я чувствовал, ну, я взял потом книги тоже выкинул, короче, нет, ну, тоже посмотрите, может, привязка там какая-то осталась. Угу. Так, что там еще там я хотел? Вот, все такое, ну, всем известный Роман Головин тоже там этот заказывал, это, как он называется, руны, тоже это все отменить. Ну и все, возвратить это. Да. Тут набрал всего, короче. Так, это цена, работа, ну, сказал. Так. Ну, смотрите, что получается, я делал коррекцию Атланта, ну, на физике получается, да, посмотрите его на эфирном плане. То есть, если что, там на эфирном плане тоже откорректировать. Вот. Ну и посмотреть там, вот, и, как называется, все подвязки, все привязки, там особенно посмотрите, ну, в зубах, вот, получается, ну, у меня сон был, по-моему, 2 раза да, сон был, потому что я брал, короче, зубы, короче, они вываливались, и просто как мне, короче, они мне вываливались, получается. Угу. Вот. Да, да. Маленький плант. Так. Ну и в глазах эфирной линзы посмотрите, тоже может быть что-то там есть. Ну, в принципе, ну и передать, получается, эту информацию, кто захочет из родных, кто придет, передать информацию о первородных энергиях, получается, им.
Мгм. чтобы они получили. Вот и все, в принципе. В принципе, все. Отлично. Хорошо. Так, отключите, пожалуйста, микрофон. Так, Дмитрий, микрофончик отключите, пожалуйста. Так, а где мне тут микрофончик? Вот все больше. Да, отлично. Хорошо. Готова, Вика? Хорошо. Сейчас я посчитаю от 5 до 1. Ты расслабишься и войдешь в наше рабочее состояние. 5, 4, 3, 2, 1. Так, Вика, что ты видишь, где находишься? Я вижу такой, как воронка. Она вот как-то у меня здесь перед глазами. Огромная воронка. И там энергия вот так вот закручивается с бешеной скоростью против часовой стрелки вниз. А по краям этой воронки находятся какие-то фигуры, а внутри этой воронки одна большая фигура, и там как-то идут энергии вот так вот через эту фигуру в центре. Но эти фигуры вот по бокам и в центре, они похожи, как будто бы они тоже быстро вращаются, только вижу такие вот вот такой формы овальной, продолговатые, такие какие-то. Мгм. Я вижу, что когда я посмотрела, что это за фигуры по кругу, я увидела людей, которые сидят как будто бы в центре лотоса, в позе лотоса. Мгм. А внутри я увидела фигуру человека, который стоит. Я фигуру увидела. Человек стоит на одной ноге, на левой ноге, правая нога, по-моему, так, вот так в колене, как четверка. Мгм. Делает эту четверку. Руки тоже как-то странно, но рук много. Так. Что это за фигура такая в центре? Это как бог разрушения, Шива? как Шива, но там как будто бы человек живой внутри. Так. Так. Что тебе приходит? Что с этим всем делать? Ну, над этим вот так вот, когда я посмотрела, что это такое, ну, как необычно, вот все, я слышу и просто вижу написанным это. Оно вот так как-то кружится, идет медитация. Мгм. Интересно, где же в этой медитации находится
Дмитрий. Мне интересно, что это за медитация, и где он находится, и что происходит. Если уже такое пришло, то нужно смотреть. Так, давай на счет 3 найдем Дмитрия, да? На счет 3 ты в эфирном пространстве. Я вижу уже, да. Ага. Где он здесь? Он находится вот как бы один из многих, тут их много. Вот Мгм. эти черные такие сначала как продолговатые бусинки. Когда я присмотрелась, я его нашла, то он вот это превратился с этой бусинки такой длинной в человека. Он сидит, он как будто бы сидит в поле лотоса, но одна его нога повторяет форму, то есть как бы вытянута, левая нога вытянута вниз, а правая нога, вот как будто бы он сидит в позе лотоса. Мгм. Я говорю, чтобы... Так, сейчас я хочу посмотреть. И я вижу, что к нему вот с левой стороны как энергия, как змея, она вот так вот пытается пробить. Сначала не может, Мгм. а потом, когда пробила, то она так зашипела, так, и его энергосфера внутри наполнилась таким, как черной дымкой. И в этот же момент эта нога, которая вот так, как будто бы он сидит на каком-то пространстве, одной ногой вот так вот сложил ногу, а вторая нога превратилась просто в сплошную такую длинную, как веревочку, которой прицепился вот черный такой шлейф. Это не шлейф, это как шланг. Оно имеет фактуру такую плотную, черную. Мгм. И потом эта нога как бы раз и садится точно так же, тоже как будто бы в позу лотоса. Мгм. Почему-то вот считываются эти руки, много рук за спиной. Так, хорошо. Считай, пожалуйста, эфирное ДНК. Дмитрий ли это? Да, это он. Мне интересно, кто стоит в центре этой Шивы, фигуры. Мгм. На счет 3 ты увидишь, что за фигура стоит в центре. Кто это? 1, 2, 3. Ну, мне идет информация, что это все в одном. И сначала я вижу, как идет какая-то волна такая, которая вот так идет и наполняет саму себя и образует такие шарики черные. И сразу же они вот так как-то вот эти шарики здесь, а потом какая-то, как будто бы раздвоилась это на двое и прорастает вот так, как-то движение, такой глаз. И еще с третьей стороны, то есть получается вот эти шарики с одного, это как бы открытый один портал, и так вот эти шарики, потом глаз, а потом как будто бы еще один стебелек или как шланг, скажем так, черный. И оттуда растет эта фигура Шивы. И я приказываю этой фигуре принять форму в соответствии с его ДНК. Мгм. Там я увидела только логотип. Вот этот черный логотип с такими полосочками Love Planet. Ага. И вижу, что от этого логотипа
идет такая черная подключечка. И там человек как будто бы находится в таком положении. Вот слипер. Но он подключен тоже к этой фигуре. Мгм. Ну, это Елена Гилева, это внутри там, то есть ее просто используют ее. Мгм. Ну, мне имя слипера тоже приходит. То есть это медитации. Так выглядит в эфирном пространстве медитации Елены Гилевой. Мгм. Понятно. Понятно. Хорошо. Так. Спроси у Дмитрия Я разрешение. сейчас говорю ему, да, я извиняюсь, я говорю ему, чтобы он это, ну, я хочу от этого отсоединиться, чтобы он встал на наше рабочее Отсоединиться. пространство Мгм. и эту картинку, она как-то никуда не убирается, она как бы лежит у него, он собрал ее, и она так возле ноги правой лежит, как мешочек Мгм. черный. Привязана эта штучка к левой ноге. Я считываю его эфирные ДНК. Да. Считываются, да, это он, но в его пространстве находятся какие-то очень агрессивные энергии. Просто как кто-то, как вот так вот такой звук, как будто бы змея вот открыла пасть, так, Мгм. и просто перед ним. Мгм. Так, спроси у Дмитрия разрешение на работу с ними для него. Да, он разрешает, и я вижу, что в его пространстве образовалась какая-то внутренняя колба. То есть он как бы помещен в какой-то карантин, что ли. И там много таких черных, как мух, которые летают, и он буквально от них отмахивается. Так, это колба, это защита? От Вселенной, я М. слышу. Защита от Вселенной. То есть Мгм. Вселенная от него защищается. Мгм. Потому что я вижу, что мы находимся как бы в каком-то пространстве, которое отделено от пространства Дмитрия. Мгм. Я говорю, чтобы Дмитрий показал свою ментальную карту, если у него контракт. Мгм. Он развертывает свою ментальную карту, и я вижу, что его рука, как во всех случаях, Ручка? но его рука, вот те люди, которые проходили медитации, у них рука находится, у него вот кулак выше, чем просто вот так вот. Находится буквально в портале жертвоприношения, и она такая побелела, она белого цвета. И считывается, что она какими-то слоями. Как будто бы, если бы ее тронуть, то она может рассыпаться на Мгм. какие-то слои. И шлейф тянется от сектора подписания контрактов в сектор колдовства и магии. Идет воздействие на голову. Сейчас очень сильно в его колбе все почернело. Я говорю, чтобы он повысил вибрации.
потому что все, что происходит в его пространстве, принадлежит ему и подчиняется его воле. Я вижу, как он повысил вибрации, и оно так, эти темные энергии, они как будто бы вот от его удара прилипли, как прилипает к стеклу, к лобовому стеклу, например, мухи, которые летят навстречу. Вот они прилипли вот так вот, потому что к этой колбе, которая, в которой он находится. Ну, все по стандарту. Считывается вот это, как я говорю, лаборатория. То есть во время медитации, во время сеансов, но сейчас я медитацию вижу, человек открывает свое подсознание и становится доступным, считывается эфирная ДНК, а также ДНК его души. Идет воздействие на голову, тоже я слышу, это прелюбодеяние. То есть эти программы, которые разрушают естественную благородную матрицу, и навязывается вот это восхищение и, другими словами, любовь к этой матке, к этой зверюге. Ну, нужно расторгать контракт, конечно же. Да. Покажи это все Дмитрию, спроси, осознает ли он это все, что происходит в его сфере. Да, он осознает. И он говорит, что чаша наполнилась, мера испита. Но я не понимаю, что это. Я говорю, чтобы он объяснил, что это означает. Пришло время освобождаться. Он говорит, что другими словами все понято осознанно. Да. И он показывает вот этот путь к этому все ниже и ниже и ниже и ниже. И вот снова вот это как буква V. И сейчас идет совершенно вот чистый путь наверх. Я говорю, для этого он должен зайти в тот момент, когда он подписал соглашение, чтобы он показал, как это происходило, с кем на самом деле он заключил договор. Пусть покажет тебе. Я вижу в эфирном пространстве, он ведет переговоры, как бы разговаривает экран, он с Леной разговаривает. И в один момент ее вот так вот резко убирает кто-то, и вместо нее я вижу этот жук, который меняет свою форму, он похож больше на жука, сейчас на муравья с белыми крыльями. И идет подтасовка. То есть то соглашение как-то убирается и подсовывается другое. И суть звучит этого контракта — любовь до смерти. Да, странно у них там все. Шизофренией попахивает. Ну да. И после этого как будто бы там кому-то показывается в секторе колдовства и магии. Я говорю, что Дмитрий может зайти в тот момент, когда он подписывал этот контракт. Он может его расторгнуть, после чего отменить вообще знакомство с Еленой. Никогда он с ней не знакомился, никогда у нее не брал никаких сеансов, не посещал никакие мероприятия,
вот эти групповые медитации, потому что это его пространство, и он может делать в нем все, что он хочет. Я говорю, что я хочу увидеть в первую очередь, как он расторгает контракт. Но я вижу, что он идет таким путем, что сначала он отменяет свое участие в медитациях. Так. Когда он это отменил, его рука, которая выглядела, что как будто бы она вот в этом пространстве, он здесь, а его рука вот как кулак, она просто как шар такой белый, какой-то слоистый, вот там, и он не может, и она, то есть кулак какой-то огромного размера, и он не может его сквозь эту дырочку забрать. Когда он отменил эти моменты участия в медитациях, эта картина медитации ушла, и его рука освободилась и сразу стала, как обычно, вот с ручкой в руке. Угу. И пишет «расторгаю» красными сияющими буквами. И эту муху отбросила, это насекомое, назад. Угу. И сейчас пошла энергия, затягивается в сектор колдовства. Сейчас я вижу, что в его сердечной чакре вот эта энергия серого цвета тоже идет вот блокировка через горловую чакру. То есть там сложная конструкция. Идет удар в сердечную чакру, горловая, потом соединяется вместе, уже идет по плечевой сердечной чакре, рука вытянута. Тоже этот, как бы выливается рог изобилия в сектор колдовства и магии. Угу. То есть идет установка программы на потерю энергии, на потерю благосостояния, удачи, вот этого всего. Я говорю Дмитрию, что все, что находится в секторе колдовства и магии, означает, что было грубое вмешательство в его пространство без его согласия, что на самом деле этот контракт не есть контракт, на самом деле он не заказывал себе никаких этих дополнительных программ, и сейчас он может призвать закон кармы, приказать деление, а также всем этим структурам, которые техномагические, которые здесь задействованы, забрать себе, пусть забирают себе все, что они здесь ему понаставили. Я говорю, чтобы он особенно обратил внимание на эти подключки к голове. Я вижу, как будто бы крышка отвалилась, а там как гнездо с яйцами. Стандартная картина, да? Угу. Это изменение генетических программ, чтобы человек стал восприимчив к этим энергиям, чтобы он считал их своими. То есть это идет как приворот, магическое воздействие. Так готовится общественное мнение для того, чтобы эту, как ее называют, царица небесная, богиня, еще как ее только не называют, богиня Ау и так дальше, и Абсолют, как бы его ни называли, но эта сущность на самом деле есть все религии планеты Земля, которые и все секты, и эзотерические школы на самом деле отдают свою энергию этой твари. Это Бог этой системы. Вот Абсолют не все, не это присвоен титул, не Вселенной, а это что касается нашей планеты Земля. То есть я вижу, что все религии, секты, все поклоняются этому зверю, который захватил нашу планету.
И сейчас готовится общественное мнение, и вот это признание, вероятно, хочет появиться во всей красе, кто оно такое. Угу. Мгм. Понятно. Я говорю Дмитрию, чтобы он наполнял свое сердце энергиями высоких частот, выталкивал это все. И я вижу, что происходит. Я начала замораживать эту всю конструкцию, и она имеет как будто бы двойное дно. Это то же самое, что мы видели на предыдущем сеансе. Дмитрий как будто бы выходит из какой-то конструкции, она вот так вот замерзла, а он вышел с этой конструкции, вот с этими подключками, и вокруг него, вокруг его энергосферы была такая еще одна сфера, вот именно какая, ну, которая его заблокировала. И там вот эта система программ, система подключек, оно вот так заморожено, и все. Сейчас вот эта вся огромная конструкция стоит. А он вышел, он внутри был. И Так. он был такой маленький, а сейчас начинается какое-то преобразование, какие-то энергии, вращающиеся у него. И вот он превратился в Тор. Он превратился в прозрачный Тор. То есть прозрачное это по цвету, а так оно считывается как плазма. Угу. И я говорю, что умеет ли Дмитрий управлять своей памятью, временем, своим пространством. В нем много чужеродных программ и энергий, которые на генетическом уровне изменили его. Я говорю, что ему нужен стандарт. Мне приходит, что ему нужен стандарт, показать стандарт. Я говорю, что его генетика фактически потеряла свою идентичность. Угу. Я говорю, что он сейчас может пробудить свою генетическую память, убрать все программы, которые блокируют его память. Я говорю, что он может в этом времени вернуться во Вселенную, которая соответствовала самым высоким стандартам чистоты, гармонии, любви, тогда, когда зверя не было, когда не было врага, когда все вселенные жили в гармонии и в согласии. Я вижу, что он буквально, ну, он ныряет, буквально это выглядит, как будто бы он нырнул в какое-то течение, которое понесло. Но он правильно, он сразу, у него ориентиры правильные. Он сразу выбрал направление к первоисточнику. Угу. Он вынырнул в каком-то пространстве. Это очень близко к первоисточнику. И я вижу, что он наполняется, не просто наполняется энергиями, а он как будто бы проходит какая-то волна, которая идет такое как бы сравнение. Тех энергий, с которыми он пришел, этих энергий, с которыми он пришел, с теми энергиями, которые там находятся. И он говорит, что он приводит себя в соответствие. Угу.
Хорошо. Он это сделал и возвращается. Мгм. Сейчас он вернулся на в наше рабочее пространство. Он выглядит очень большим, таким, что он уже не мог бы поместиться в эту нишу, из которой он вышел. Сейчас он эту всю конструкцию вот так вот руками взял и вот так вот накренил и просто выбрасывает. Я говорю, что он сейчас может считать ДНК этих всех энергий, всех вместе взятых, всех этих воздействий, сделать копию. Также он может взять генетический код и сделать копию этих энергий абсолютной чистоты и гармонии. И на основании этих двух данных может создать программу антивирус. Мгм. Распространить, умножить ее, растиражировать. Я вижу, как он это все, вот эту всю огромную конструкцию буквально как будто бы облепил этой программой антивирус, как мы ее называем. Да. Иммунитет. Иммунитет, который поможет всем людям распознать это зло, проснуться, осознать, и оно исчезнет. А это зло, которое проникло в наш мир, оно просто само разрушится внутри своих всех структур. И он это отправляет все туда, в портал, и он закрывается. Ну, там что происходит, это нас не касается, хотя могу намекнуть, что там война в том Мгм. пространстве. Отлично. Они сами себя и убивают. Отлично. Вот он сейчас как-то махнул, как будто бы мечом. Какая-то энергия такая. И все пространство разделилось сначала, а потом начало как лед, как кубики льда рассыпаться. И начала энергия, фрактальная энергия от первоисточника начала сюда проникать. Мгм. Отлично. Вот что я вижу, то я вижу, что процесс очищения начал происходить автоматически и очень быстро. Как на Сейчас я прошлом говорю, сеансе? вот как на прошлом сеансе. На сеансе с Видой это как бы было начало, а сейчас это уже Дмитрий работает по этой же схеме. Мгм. Автоматическое очищение физического и эфирных тел, да? Да. Но уже как бы я здесь не задействована, и я это не нахожусь в этих всех процессах, я просто как наблюдаю. Мгм. Потому что в первом сеансе это со мной тоже что-то такое происходило. Мгм. Я сейчас смотрю, как он выглядит. Он выглядит у него иммунитет. Он выглядит как воин. Мгм. У него такая сила, то есть у него считывается иммунитет против этой твари. Отлично. У него тело поменялось. Плазменное тело у него. Так. А есть что-нибудь, что ему мешает? Какие-то Нет, блоки? этих нет. Но мне интересно
потому что должна быть какая-то зацепка, почему они попали, то есть почему он попал на крючок, какие программы. И я слышу, что была программа на самоуничтожение. Я говорю, где эта программа? И он вытаскивает свой пояс. Но это такое впечатление, что он вытащил это из себя. То есть это не внешне было, как обычно я видела раньше, а как будто он вот вынул это из себя и с таким грохотом это положил, и выглядит это как что-то внутреннее, живое, как будто бы это часть его живого чего-то. Мгм. И что интересно, вот, вот там, где начало рода, там красное, очень красный цвет и красное пространство. Я говорю, есть ли те программы и генетические изменения, на которые притягивается эта тварь, и он мне показывает туда, в глубину веков. Я говорю, что там произошло. Он говорит переподключение родов человеческих, как бы перерождение, переключение. Имеется в это виду, да. Он считывается как не с нашей галактики. Как будто бы его род с других пространств, с другой вселенной. Я спрашиваю, это так? Да, он говорит, да. А Я что говорю, что в нашей сейчас... галактике? Что? Что он делает в нашей галактике? Он говорит, жду. Чего? Он показывает, как он протягивает руку, и с того пространства такая огромная морда и такой глаз, как сетка, и он уничтожает этот глаз. Война. Мгм. Он пришел воевать с этой тварью. Да, где-то вы такую картину уже видели, да? Что-то я не помню. Я говорю, что зачем он мне показал эту, что это он вынул и что он мне хочет этим сказать. Я вижу, что он излечивает свой род, свое генетическое древо. Я вижу, как он буквально берет рукой ниточку от света, от первоисточника. И он берет ее вот так вот и прикладывает. А это считывается все как рана. То есть Мгм. вот этот пояс, он весь считывается как рана. То есть это очень болезненно. А он эту ниточку приложил вот там, где этот род находится в этом времени, настоящем. И я вижу, как начинается излечение. Вот эта белая энергия фрактальная, она живая. И она вот так вот бежит по родам. И исцеляется этот
Это все исцеляется. Это энергия жизни, да? Да, это энергия жизни. Так, хорошо. И там вот такое как бы пространство, какое-то разделение пошло. Там такая черная полоса. Вероятно, это то, что мы видели в предыдущем сеансе. Это какая-то глобальная техномагическая война, где были нарушены все настройки и вся матрица нашей Вселенной. Я вижу, что оно до этого момента дошло, и там как-то начинаются какие-то процессы. И вот сейчас так, как будто бы вырвалось просто изнутри этого древа что-то черное, и оно отбилось туда, отбило ту красную энергию, которая там находилась. Угу. Я вижу, как он оборачивается, и он берет и сращивает свой рот с тем, как будто бы он обернулся так за спиной. Я спрашиваю, почему за спиной. Да, это считывается как прошлое, то есть очень древние времена. И он взял снова эту энергию от первоисточника и приложил ее к тому месту, откуда оно еще такое все свежее, как рана. Вот здесь все беленькое, а здесь вот такая, как черная с красным рана. И он это как две части соединяет. И там произошел какой-то энергетический всплеск, как фонтан. И пробежала волна. И с этого места выходит какое-то, как в трубочку, в сектор интерферентов черная энергия стекает. И он так смахнул и закрыл тот портал. А этот пояс чистый, сияющий, раз, и он оделся ему на него. Угу. Я говорю, что он может в этот момент, раз мы уже дошли к этому моменту, позвать все свои рода, передать информацию всем своим родам и поколениям, чтобы они освобождались, чтобы они принимали эту живую энергию, свое ДНК и очищались. Потому что все должно произойти по воле человека. Угу. Когда он это делает, я вижу, что какие-то энергии, как будто бы вот эта морда этого муравья следила за ним. И в этот момент оно упало, то есть исчезло в секторе интерферентов, ушло, и пространство почистилось. Я говорю Дмитрию, чтобы он проверил сейчас. Да, он передал эту информацию. А сейчас, чтобы он еще раз проверил, все ли у него хорошо, потому что вот эта матрица я не увидела, произошел ли замен. Я говорю, чтобы он просканировал свою сердечную чакру, область своей души. Ну вот, я так и знала. Там вот этот шарик лежит, черный. Я говорю, чтобы он приказал свою эфирную часть, вот эту, которую забрали в эту лабораторию, вернуть себе, Угу. но предварительно, чтобы он очистил ее от всего чужеродного, потому что таким образом снова я вижу вот этот, как они внедряются в ДНК, эфирные ДНК, и пытаются там внести свои изменения. Угу. Чтобы он очистил, отдал все изменения тем, кто это делал. И вот в этот момент идет вот этот резкий замен. Его душа принимает эту информацию, очищенную в себя, и выталкивается это черное, чужеродное. Я говорю, чтобы он просканировал и восстановил целостность своего и нормальную работу своего внутреннего критика,
чтобы он исторг из своего подсознания, из зоны души, а также со всех физических слоев его памяти, разума, все чужеродные программы, энергии, все, что было внедрено методом гипноза, чтобы он от всего этого очистился, избавился, отправил туда, откуда оно пришло. Да, закрывается его подсознание. Я говорю, чтобы он все черные энергии, то, что не может выбросить, он может их переживать, переварить, перетравить, выработать иммунитет и растворить, усилиться и стать еще сильнее. Потому что там были какие-то вот эти энергии, просто которые блокировали его душу, как бы из-за этого он автоматически не смог произвести этот замен. А сейчас он эту программу, которая была, он ее переработал, выработался иммунитет, и он стал еще сильнее. Хорошо. Вика, меня интересует один вопрос. На прошлом сеансе, после вот этой автоматической чистки физического и эфирных тел, блоки, программы, они автоматически ушли. Посмотри, пожалуйста, у Дмитрия остались вот всякие подключки, программы от тех практик, которые он проходил? Нет, Например. он свободен, нет. То есть это все автоматически ушло? Да, потому что вот эти преобразования, он сейчас имеет иммунитет настолько сильный, что сверху можно подумать, что он один из этих муравьев. Это просто считывается. Когда я считываю его истинное ДНК, то его вот как будто бы раскрываю этот слой, то я вижу эту чистую, светлую душу и эти живые энергии внутри. И он как воин-ангел. То есть это его как бы сердцевина. А сверху вот это плазменное тело, это как бы, сейчас я объясню, что это такое. Это именно то, что мы видели в первом сеансе, что наше эфирное тело вместе с нашим физическим телом, то есть душа, она неизменна. Но во время воплощения в этой системе вещей, когда человеку было заменено его тело, матрица была заменена, получилось так, что жизнь в этом воплощении, выбор фактически, то, что делает выбор человек, то, через какие практики, через какие мытарства он проходит, с одной стороны, это вредило душе, но я считываю, что в этом просчитались эти твари, потому что именно свет души невозможно изменить. И именно дух, который отличает светлую душу, которая пришла от светлых источников Первотворца, это тот стержень, который дает волю, совесть, то есть это умение различать эти энергии. И человек, если выбирает свет, то этот стержень, его дух, настолько мощный, что он вот эти все минусы, да, которые наработало его физическое тело и преобразовалось, и наработались эти эфирные тела с искажениями уже, да, то его дух может это все изменить себе на пользу таким образом, что вот буквально я вижу, как оно работает.
что вырабатывается мощнейший иммунитет. Сейчас я вижу картину, почему светлые вселенные потерпели поражение Почему? в Первой войне, ну, в прошлой войне. Их буквально, я вижу, что в эфирном плане это как будто бы их рвет. Они не могут выдерживать эти энергии этого антимира. У них настолько сильное идет отторжение, что они не могут справиться, у них нет иммунитета. Угу. Вот эти эфирные тела, которые взаимодействовали с физическим телом во время воплощения, как бы человек не прожил трудную жизнь, как это его не гнобило, но он выработал такой иммунитет сейчас, что эти энергии для него не представляют опасности. Сейчас человек может противостоять этим энергиям антивселенной. Угу. Хорошие новости. Да, это очень хорошие новости. Угу. Так, хорошо. Хорошо. Спроси у Дмитрия, мешает ли ему что-нибудь. Он говорит нет, и он показывает, как он это автоматически, у него как будто бы оружие есть. И он автоматически это силой воли все отсек. То есть осознание само по себе это все разрушает. То есть то, что мы в сеансах, я так вижу, проговаривали, Да. мы будем смотреть, может, сейчас все так начнут освобождаться. И снова я вижу, ну, чувствую вот эти изменения в моем физическом теле, что эти энергии настолько отличаются от тех, которые можно было наблюдать раньше, что каждая клеточка как будто бы чувствует вот такое распирание, то есть аж те вибрации, высокие очень вибрации идут совершенно другие, и люди чистые, светлые приспосабливаются к этим вибрациям, и очень быстро идет очищение на всех уровнях. Угу. Отлично. Отлично. Тогда спроси у Дмитрия, мы можем завершить работу для него. Он говорит да. Хорошо. Тогда мы рады приветствовать еще одного воина света и будем с ним прощаться. Ой, что-то у меня такое отторжение на эти словосочетания. Как его уже замуссировали, эти темные. Да. Эти борцы света, эти воины света. А как ты хочешь назвать? Не знаю, чтобы отличать. Приходит тебе что-нибудь? Ну, одно приходит жизнь, потому что вот это именно то, что отличает, эта энергия отличается от тех энергий антивселенной. Она живая, это жизнь. Энергии фрактальные, они рождают сами себя. А все, что идет от этих темных, все эти энергии, это разложение и смерть. Но мы же знаем, что когда разлагается там упавший лес или болото, то со временем на этом месте расцветают луга, цветы. Угу. Хорошо, Вика. Тогда проверяй пространство вокруг себя. Все ли чисто? Будем выходить.
Ну, мы с прошлого сеанса тоже не изменились. Мгм. Мы такие же, вот как вида, как стали. То есть мы все уже, вот и вида пришла. Вот мы все получили такие какие-то плазменные тела. Отлично. Проверяй пространство вокруг себя. Да, все чисто. Хорошо. Тогда сейчас я посчитаю от 1 до 3, и ты вернешься в настоящее, откуда я с тобой разговариваю. Ты будешь чувствовать себя отдохнувшей, ты будешь чувствовать себя превосходно. 1, 2, 3. Открывай глаза. Так, как себя чувствуешь? Хорошо. Хорошо. Дмитрий, включайте микрофон. Сегодня день открытий, я вижу. Вообще, да. Это что-то. Расскажите нам, были у вас какие-то ощущения? Ну, ощущения так, вибрации по всему телу вот такие как были, вот, когда в принципе, они и раньше были, ну, как видно, такие более-менее. И то, что вот когда, где я был, получается, да, там этот, ну, как бы индийский бог, получается, Шива был, да, вот, как я понял, у меня тоже какой-то индийский бог приходил, получается, там прям картинка такая была, светлая-светлая, и какой-то индийский бог там говорил, короче, получается. Ну, скорее всего, это с этого что-то связано, получается. Я Мгм. смотрел, и у меня внутренний критик сработал, я сразу с этого, как бы сказать, с этого состояния вышел и проснулся. Мгм. То есть, хотя это не Шива был, там что-то кричали, как Ганеша, что ли, что-то такое. Ну, скорее всего, все равно с того же пантеона это вот это вот было. Мгм. Хорошо. Теперь вы свободны. Да, теперь я свободен. Спасибо большое. И мы. Да, и вы тоже. Хорошо, до Просто свидания. полный. Скажите, пожалуйста, ваш сеанс можно опубликовать? Да, мой сеанс, пожалуйста, можно публиковать, только мое лицо за это Закрыть. зарешетируйте. Да, закройте, и, в принципе, все. Хорошо, спасибо. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Благодарю. Все, до свидания. До свидания. До свидания.